И сегодня мы будем говорить о чем-то интересном. Да, климатические условия сильно влияют на курение, а влияет ли это на парфюм? Так, давай пока не будем пугать зрителей. Или ты хочешь пахнуть яблочным кальяном. Такие, кстати, ароматы тоже есть, между прочим. Захар! И угли ставь. Просто зайти в большой парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко». Начало 2025 года. По часам посмотри. Именно так. Дорого для тебя это сколько? Ну, я заходил в большой, поэтому на мне бакара. Вот, и сегодня мы с вами его попробуем первое. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Трефилов Алексей, глава гильдии купцов табачной мануфактуры «Догма». Со мной сегодня... Всем привет! Меня зовут Оля Искра, я веду свой кальянный блог. И сегодня мы будем говорить о чем-то интересном. Справа от меня Саша. Всем привет, я Саша, я работаю в «Золотом яблоке», и мне не стыдно признаться, что я парфюмерный маньяк. Всем привет, меня зовут Дмитрий Валков, я амбассадор табачного бренда, действующий мастер сети Duty Club в городе Екатеринбург, также являюсь шефом открытия команды Duty. Сегодня будем разговаривать про парфюм. Собрались таким необычным складом как раз для того, чтобы обсудить, что такое парфюм в кальяне, зачем вообще нужен парфюм, в чем особенности парфюма и много других слов, которые связаны со словом парфюм. Наверное, это будет как-то так. Супер. Вот. Готовы, дети? Кто такие парфюмные маньяки? Слушай, парфюмерные маньяки — это те люди, которые понюхали что-то в магазинчике, поняли, что это надо, потом зашли на страшный сайт fragrantica.ru, посмотрели нотки, поняли, что нотки — это не только пианино, но и то, что ты можешь нанести на себя. И вот у тебя в коллекцию уже не один, а более 60 флаконов. Это вот просто моя история. Ты просто начинаешь... Сначала для тебя все делится на вкусненько и невкусненько, потом на интересненько, неинтересненько, а потом уже все делится на ноты. То есть ты прям чувствуешь. Ты идешь за холодным ладаном в магазин. Ты не идешь просто вкусно пахнуть. Ты хочешь пахнуть вот холодным ладаном. Или ты хочешь пахнуть яблочным кальяном. Такие, кстати, ароматы тоже есть, между прочим. С анисом? Нет, Нет. буквально нота яблочного кальяна. Это, кстати, один из трендов парфюмерии, который сейчас есть. Использовать максимально необычные ноты для создания ароматов. Например, яблочный кальян есть в мастодонте женской парфюмерии, бренд Kilian. И там есть прям ароматик Smoking Hot, где есть нота яблочного кальяна. Так, давай пока не будем пугать зрителей, будем их Давай. пугать постепенно. Ну окей, Яблочный короче, кальян. как я понял, здесь так же, как с любым другим хобби, как и с кальяном, для тебя сначала вкусненько-невкусненько, потом ты начинаешь разбираться, а потом у тебя дома полка 200 табаков, ты такой, ё-моё. Да, все верно. Ты еще знаешь, кто производитель, из чего флакон и где он произведен, лимитка это или не лимитка. Ну, то есть, да, как с кальянами, мне кажется, и с табаками. Хорошо, Дим, как у тебя вообще с парфюмом в этой жизни? С парфюмом я не очень на лады, но я знаю то, что, допустим, если кальян мы можем подходит, не подходит, нравится, не нравится, то, насколько я знаю, парфюм подходит не всем. Ну да, ты должен, как говорится, как в «Аватаре», он должен выбрать тебя. Возможно, ты Или в его. Гарри Поттере? Нет, ты должен выбрать своего там Дэймона или кого-то, он захочет Ага. убить тебя. Ну, Так тогда же с парфюмами. тут вопрос, как же понять, когда он меня выбрал, и выбрал ли я тот или иной парфюм под себя. Смотри, раньше, возможно, я была подстилкой патриархата и думала, что парфюм классный, когда он нравится людям. Сейчас, если честно, мне все равно, нравится ли людям мой парфюм. Главное, чтобы ты себя в нем комфортно ощущал. То есть, грубо говоря, парфюм — это наша некая одежда, которую мы носим. Слушай, да, это твой стиль, он должен отражать тебя, э, должен отражать какое-то твое внутреннее состояние. Допустим, я люблю пахнуть могильной землей. Ну, вот такой вот у меня Я фетиш. тоже. Вот, Оля тоже у нас предпочитает не сладенькие конфетки, а что-то... Ну вот, кстати, мне очень интересно, как это произошло. То есть раньше я пользовалась только цветочными ароматами, такими легенькими, воздушными, которые
просто смываются с кожи супер быстро, и ты там каждые 2 часа обновляешь себе этот парфюм, чтобы его хотя бы ощущать. И тут у меня просто резкий переход, просто что-то могильное, земельное, жесткое, унисексовое. Почему Ну, вообще не это может знаю, быть? надо посмотреть с твоим психологом, разобрать, что произошло за это время. Есть парфюмерные психологи вообще? Поговорим об этом на рабочем перерыве. Я стану твоим первым. О. Да, безусловно, переход такой есть. Это я называю этап какого-то взросления и принюхивания. То есть, меня, короче, наверняка в кальянную индустрию, зовут, ну, ты не просто приходишь, один и такой: "Ну ладно". Есть какой-то друг, который уже этим увлекается и увлекает постепенно тебя. У вас наверняка так же Ну, было. абсолютно так. Да, Просто надо 100%. скатиться в Да. индустрию с нуля, типа, иду по улице, вывеска кальянная, ой, ни разу не курил кальян, надо зайти. Вот. У меня была подруга, она есть все еще, она жива, если вдруг что. Ее не погребло под сотнями флаконов. Я пришла вот в "Золотое яблоко", мы с ней подружились, и она говорит: "Слушай, от тебя пахнет, гелиотропами и чем-то еловым". Я такая: "Чё? Это комплимент? Ну, типа, как это воспринимать? Откуда ты вообще знаешь такие слова?" Вот, и она тоже парфюмерный маньяк, она постепенно меня приучила, открыла мне мир парфюмерии. И чем больше ты в индустрии, чем больше ты в этом разбираешься, тем тебе интереснее находить какое-то свое сокровище и не пахнуть, я не знаю, не быть сотой девушкой на Патрика, которая пахнет Кирки, а быть чем-то более интересным. А, а можно ли миксовать парфюмы между собой? Безусловно, это мое любимое занятие, если честно. Главное, чтобы они сочетались, и до этого лучше провести какой-нибудь тест на бумажке, на блотере, не знаю, на каком-нибудь, старом свитере, потому что если ты смешаешь и будешь ходить в этой реготе весь день, то это не порадует ни тебя, ни окружающих, никого. Блин, а тут такая штука, что, типа, ты говоришь смешать на бумажке, но на бумажке это ж по-любому будет звучать абсолютно не так, как на коже. Да, да, ты права абсолютно. Просто вот базово хотя бы понимать принцип сочетаемости. Все равно, если ты почувствуешь прям не очень, даже на бумажке, то, скорее всего, на коже будет еще хуже. Ну, типа, вот базово. Если ты, мне кажется, также банку табака понюхал, потом другую там смешал и пахнет, не знаю, каким-то кошачьим туалетом, вряд ли тебе жесть как понравится это курить. Ну, кальянной Кстати, не индустрии факт. все во-первых, да, а во-вторых, в кальянной индустрии все немножко Мгм. проще. То есть двух несочетаемых друг между другом ароматов не бывает, если есть третий связующий. То есть, типа, Мгм. основа кальянной миксологии. В парфюме, я так понимаю, есть, можно взять первое и второе, которое будет вообще никак не биться при любых условиях. Да, потому что тоже, опять-таки, есть теплые и прохладные ароматы, и если их смешать, не получится аромат комфортной температуры, получится говно. Фаер суперновый. Ну, так если рассмотреть, тогда есть парфюмные маньяки, которые, да, Мгм. пробуют на себе множество. А как назвать тех людей, которые, вот я использую парфюм там "Красная Москва" и до сих пор его использую, не отходя от своих канонов? Нормальные люди. Нормальные люди. Да. Ну, Ну, то есть, или уничтожителя Нормиса. да, да, скуфы, нормисы, кринжули, минус-вайбовы, ну, называйте их как хотите, Авангардные. авангардные. Ну, то есть я лично знаю людей, которые, допустим, даже моя мать, которая пользуется Шанель номер 5, сколько я себя помню, и у нее нет других ароматов. Ну, то есть просто тетя Шанель у меня. Я ее пыталась переманить на свою сторону, ей все невкусно, все не нравится. Есть люди, которые прям нашли свой аромат, и мне кажется, у каждого человека, даже у меня, есть прям свой аромат, который на 100% подходит, но хочется разнообразия. Здесь вот есть тоже небольшое пересечение с сигарной индустрией. Мгм. Если мы говорим про среднестатистического курильщика сигар, он в свою жизнь курит 3 сигары. То есть первую, которую ему показал друг, одну, которую он покурил случайно, и третью, которую где-нибудь на празднике увидел, и все. На этом он себя закрывает, несмотря на то, что есть миллионы производителей, миллионы разных форм-факторов. Я курю только 3 сигары, потому что мне норм. Вот. Представь, если мы в кальянной индустрии бы выбрали 3 аромата, которые бы курили всю жизнь. Мне кажется, это смерть. Ну, в разных пропорциях смешивать тоже не сработает. Не сработает, сработает. Конечно, ты будешь видоизменять вкус, Мгм. но у тебя твой фоновый вкус все равно останется один. То есть база, которую ты собрал, она не изменится. Ну, вот есть также, И не это знаю. надоест. Ну да, я понимаю. Есть любители Юникло, которые покупают 16 белых футболок Юникло и носят только их. Ну, типа, я сочувствую таким людям, но они тоже есть.
Я думаю, это из разряда тех людей, которые всегда приходят и забивают, я не знаю, что популярно. Арбуз, дыня, мята. Арбуз, дыня, мята каждый раз забивают, ну, потому что им так комфортно. Это их, типа, зона вот эта, в которой они не готовы Ну, это тоже дальше можно пойти. сделать интересно через 2 арбуза, 2 дыни и 2 мяты. И, не знаю, Ну, у тебя однажды закончатся арбузы, дыни и мяты. Чё нет? Ну, конец-то есть им, они же не бесконечные. Ну, если рассматривать, наверное, рынок все равно ароматизаторов, то там арбузов только больше 200 наименований, которые ты можешь делать, накладывая на разное сырье, и у тебя получится миллиард вариаций этого самого арбуза. это очень страшный мир. Наверное, как и в парфюмерии. Да, безусловно. Даже там, я не знаю, какая-нибудь супер базовая нота ванили, она может раскрываться миллиардом способов, в зависимости от сочетаний. Также, я думаю, как и в табаках. Ты там можешь те же арбузы смешать миллиардом разных способов, с миллиардами вариаций, и это каждый раз будет что-то новое и интересное. Ну да. Кстати, нельзя забить микс одинаково дважды. Если это не моноаромат. Он всегда будет. Ну, и то можно. В зависимости от Слишком много где ты его форм-факторов. куришь, как ты его куришь, в какой там части страны ты его куришь. Да, Это банально будет даже в влиять. рамках одного города в Да, разных, влажность. в Да, разных климатические заведениях. условия сильно влияют на курение, а влияет ли это на парфюм? Использую я, допустим, на Урале парфюм, я улетел там куда-то в теплые Да, страны, да. и он будет раскрываться совсем по-другому. Да, 100%. Очень сильно зависит от влажности и очень сильно зависит от температурного режима, потому что есть пирамидка, не масло, а парфюмерная. Есть верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты. А верхние ноты ты чувствуешь примерно первый час, и они слетают почти сразу же. В жару они вообще не чувствуются, потому что они прям испаряются мгновенно. Остаются ноты сердца и базовые ноты. Ну, то есть это говорит о пропорциях, грубо говоря. Что в базе их больше всего, они самые слышные для тебя. Во влажности есть такая особенность, что почти все сладкие парфюмы будут тебя жесточайше душить. Ты не сможешь ходить, ты не сможешь нормально функционировать, просто потому что тебя душит твой парфюм. Ну, не знаю, Интересно. если ты любишь придушивание, можешь, конечно, чем-то сладеньким набрызгаться и улететь в Занзибар и насладиться своей мгновенной смертью. Но я думаю, что ты не из таких людей. Вот такие, вот как раз хотел перейти к тому же, Мгм. что вообще нужно, вот, например, сейчас уже начало 2025 года. По часам посмотри. Именно так. Вот, Там солнечный просто. я хочу вкатиться в парфюмерную индустрию. Какие базовые основы мне нужно знать? То есть, окей, есть треугольник, базовые ноты — это, грубо говоря, тело микса, Да. сердце — это, получается, какие-то дополняющие, и это, получается, верхние ноты — это Мгм. то, что у нас является украшением. Ну да, все верно. Вот. Что дальше? Что нужно знать вообще просто минимально? Вот представь, я никогда... я приехал из... Ижевска. Я просто не хочу оскорблять никакой регион России, но представим, что я родился и вырос в деревне на 100 человек, ни разу не видел большие города, и тут увидел тебя, понял, что ты замечательно пахнешь, если это так говорится на языке. Да, можно вообще как угодно говорить. Хорошо. Вот. Я говорю, блин, что мне нужно сделать, чтобы вкатиться? Расскажи мне самую базовую базу, от которой я могу дальше строить. Слушай, тебе надо, во-первых, правда, запастись сайтом fragrantica.ru. Это библия парфюмеров. Во-вторых, вот знать про какие-то ноты и понять, какая направленность парфюмерии тебе больше нравится. То есть они есть по типажам. Расскажи вот про этот сайт, что это такое? Это реально настоящая библия парфюмеров. Там можно найти аромат себе по нотам, там можно прочитать историю этого аромата, там можно прочитать статьи на этот счет. То есть там собраны вообще все парфюмы, которые ты можешь представить, от Hello Kitty до какой-то Филиппо Сарчинелли, очень нишевого аромата. Там вообще есть все. И самое любимое, что там есть, это грёбаные отзывы. То есть, там потрясающие отзывы, где люди, как, на сайтах Woman.ru, дерутся за ароматы, где одна пишет: "Аромат мне не понравился, воняет", и вторая пишет: "Я дочь твою вертела в этом аромате, и вообще это самый лучший аромат. Мне муж сказал, что я пахну как цветочек".
И там начинаются войны, там начинается все. Правда, мое любимое занятие, я вечером реально без шуток захожу читать отзывы на фрагрантики. Круто. Короче, это получается, с одной стороны, и методические пособия, где Да, есть да. статьи, место отзыва с холиварами, и, опять же, плюс история. Да, все верно, все как в телеграм-канале Оли. Это я рекламирую на на правах. Все правильно делаешь, хорошо. Вот, и то есть там можно почитать все от истории, найти аромат мечты. Ты можешь сказать: "Хочу пахнуть молоком и ладаном". Ну, чтобы в церкви, но как будто церковь прям выползла из груди с молоком моей матери. Вот такой аромат хочу. И ты Мгм. забиваешь по нотам, и тебе предлагают те, которые пахнут так. Интересно, можно ли этот сайт использовать для кальянной индустрии, для миксологии, смотреть какие-то знакомые сочетания и делать на основе этого миксаж? Я думаю, вы можете спросить у своего мастера, как называются вот эти люди, которые забивают вон кальяны. Господа, Кальян-мастер. мастер, Господа. Господа. господа, Господин. господин мой. То есть если вы курите, вы понимаете, блин, мне очень нравится, как это пахнет, то вы можете без проблем спросить, что там, ну, то есть какой состав, и попробовать посмотреть по нотам, есть ли такой парфюм. Скорее всего, он будет. Мгм, мгм. На самом Окей. деле, наверное, тут есть большое отличие. Все-таки ноты и вариация парфюма намного больше, чем кальянная индустрия. Мы Это все-таки правда, пока, так сказать, замкнуты в классических вкусах ягод, фруктов, цитрусов, да, и вот это новое веха, которое к нам пришло, оно пришло не так давно, да, и мы начинаем тоже увеличивать свой ассортимент. Если мы рассматриваем базовую да. Мгм. штуку, то это фрукты, ягоды, там цитрусы, базовое начало. А Ну, дальше вот уже сейчас пошли цветы, пряности и так далее. Вот то, что ты описываешь, цветы, фрукты, ягоды, это то, что нравится 80% населения, ну, женского населения, давай Да, так. и мужского, наверное. Да, ну, то есть всем нравится пахнуть прикольно, просто, вкусно и, ну, базово. Просто счастливым, мытым телом. Если я что-то где-то краем уха слышал, что есть, типа, какой-то из ароматов с запахом свежестиранного белья. Да, таких очень много. Это один из трендов в парфюмерии — пахнуть просто чистотой. И это очень интересно сочетается с другим трендом — пахнуть просто какой-то крышесносной, непонятной смесью. Мгм. То есть прям есть, во-первых, если ты хочешь прям один в один свежестиранное белье, есть бренд Demeter. Он славится тем, что делает ароматы, похожие на жизнь. То есть у них есть запах библиотеки, там прям корешки книг, есть запах томатного супа, есть запах сладкой ваты, есть запах прям земли сырой, ну то есть Карибского моря. То есть там гигантское количество ароматов, которые пахнут как жизнь. Ну не знаю, ты там реально хочешь пахнуть как, хлеб, там, который ты нес домой и сгрызал корочку. Ты идешь к Demeter и просто смотришь, что это есть этот аромат. Они завязывают все на химикатах, то есть, если ноты в парфюмерии, они как бы действительно там какие-то вытяжки, древесные, еще что-то, то Demeter, они пользуются именно химией и химическими отдушками, чтобы достигать вот этих ароматов. Мгм, мгм. Окей, хорошо, тогда да, вернемся. Как вкатиться в парфюмерию в 2025 году? Хорошо. Есть сайт, мы его Да. изучили. Что вообще нужно знать вообще базовые базы? Какие еще есть базовые базы? Смотри, для того, чтобы вкатиться в парфюмерию, тебе надо найти свой профиль. Мгм. Ну, то есть, Какие чем бывают профили? Хотя бы, да. Давай так, сколько бывает профилей? Начнем с этого. их на самом деле не так много, просто есть, типажи ароматов, и каждый, мне кажется, внутри себя понимает, какой ему подходит. Есть акватика, то есть те, которые пахнут там, свежестью, морским бризом и так далее. Есть, фужерные ароматы, которые пахнут вот скорее ближе к кальянной индустрии. Они пахнут фруктами, ягодами, чем-то таким легеньким. Что еще есть? Есть гурманика. Гурманика, она завязана на ванили, на сахаре, на вот этом вот всем. Если ты хочешь пахнуть как сливочная помадка или ириска, то есть их очень много. Кожаные ароматы, ну тут понятно, что ты пахнешь там замшей, кожей, чем-то животным. Анималистика для тех, кто любит пахнуть, для меня, лошадиным навозом, но есть такие тоже люди. Мгм. Ну, то есть их достаточно много, ты просто выбираешь свой профиль, выбираешь группу ароматов, которые тебе нравятся, но я тебе уверяю, что если ты, например, остановился на
фужерных, то через время тебе мало будет фужерных, ты хочешь посмотреть уже в другую сторону. Вот. Но хотя бы знать примерно тип ароматов, которые тебе нравятся. Мгм. Ну, для того, чтобы это понять, нужно сначала просто ознакомиться с сайтом, понять, какие Да, есть да, позиции, да. и дальше идти куда-то обнюхиваться. Просто я бы посоветовала просто нюхать, как говорится. Напечатайте, пожалуйста, на футболках, что Компания если... Dogma против употребления наркотиков. Мы не употребляем наркотики. Я, правда, советую просто зайти в большой парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко», лучший на рынке, и просто посвятить там день-два тому, чтобы принюхаться и посмотреть, что тебе близко. То есть, я не знаю, отбросить все гендерные стереотипы и идти не только в мужской отдел, где все пахнет плюс-минус одинаково, идти в унисекс, идти в нишу, идти в женские ароматы. И вот, кстати, я чуть-чуть затронула эту тему, а, что есть, грубо говоря, типажи ароматов не только по их направленности, но и по группам. То есть это есть нишевые ароматы, которые очень э, недоступны, грубо говоря, для всеобщего понимания. Сложные какие-то ароматы, ну, то есть прям максимально странные, артхаусные, где парфюмер отрывается. Есть масс-маркет история, максимально доступная, понятная каждому. И есть люксовая история. Это вот крупные бренды типа Dolce Gabbana, Gucci, которые выпускают успешные коммерческие ароматы, но у них почти всегда есть отдельная линейка для ценителей парфюмерии. Мгм. Она прям супер отдельно как-то, она даже практически нигде не выставлена, она есть в каких-то их только бутиках. Вот, и надо, мне кажется, еще прежде чем вкатываться, оценить бюджет, если честно. Вот, и насчет бюджетов. Ну, есть стереотип, и скажи, это стереотип или нет, что типа, ну, парфюмерия это дорого. Хороший парфюм всегда стоит дорого. С какой примерно там Мгм. стоимости начинается адекватный парфюм? Ну, вот на твой взгляд. Давай так, дорого для тебя это сколько? Работа с возражениями пошла. В продажах работал раньше. Нет. Хорошо. Ну, давай так, просто от какой суммы примерно начинается хороший парфюм? Ну вот условно, я иду по какому-нибудь там торговому центру, какая-то девочка ко мне подходит с вонючками, мне к ней стоит идти или нет? Нет, потому что в этих вонючках в основном продаются реплики на ароматы. Это, во-первых, почему тебе не стоит это Мгм. идти. А во-вторых, я считаю, что у хорошего парфюма нет минимальной, как и максимальной цены. То есть у нас есть замечательный русский бренд Дракар, у которого потрясающие есть линейки. У них есть линейка «Царевна...» Ну, то есть она связана со сказками. Аромат «Царевна-лебедь», который стоил 1500. А, Вот такой вот ароматик. Есть ароматы у них, связанные с десертами. Они стоят в районе 600 рублей. Они очень дорого пахнут, очень классно. А есть ароматы, которые стоят, допустим, ну, это я личный хейтер, я ненавижу бренд Амуаш. Мне просто супер не подходят их ароматы. Они стоят в районе 60 тысяч. Ну, то есть на самом деле ты можешь подобрать себе классный аромат до 5, до 10, до 15 тысяч. Все зависит, типа, только от твоей нанюханности. Ну, я заходил в большой, поэтому на мне бакара. Благо, я живу около большого. Но они мне прелестно рассказали. Но тут будет вопрос сейчас, что их там два вида. Давай. Экстракт и обычный. Да, вот мы зацикливались на том, что есть парфюм, который использует экстракты, есть кто-то, кто использует классическую, видимо, ароматизатор и химию. В чем же их отличие и, возможно, ценовая политика экстрактов, возможно, это дороже? Ну, да, экстракт там просто, типа, очень сильная насыщенность присутствует. То есть, если просто парфюм, он может слететь с тебя условно за несколько часов, то экстракт тебе прилипнет, ты еще потом помоешься и будешь жалеть о том, что ты его нанес. Это, получается, обратная сторона от нашей кальянной индустрии, потому что экстракты при высоких температурах слетают намного быстрее, чем химия. Вот, а в парфюмерии, наоборот, экстракты очень сильно прилипают. Ну, то есть они прям созданы концентрированными, чтобы как можно дольше человек носил. И плюс там в некоторых экстрактах усиливаются основные ноты специально, потому что в основном, ну вот нюхаешь парфюм, ты же не разбираешь его там, я не знаю, вот гелиотроп, вот ваниль, вот бобы тонка.
ты просто чувствуешь в целом что-то. Чувствуешь какую-то ванильку, допустим. И экстракт, наоборот, выкручивает некоторые ноты до такой степени, чтобы ты слышал в этом аромате вот те ноты, за которые ты изначально зацепился. Вот. То есть если это будет экстракт, который существует там, в восточной группе ароматов, Да, и плюс там же масло какое-то да, да. добавляется, то есть это вообще смерть, это просто не смыть себя. Ну, смыть, если ты моешься теркой, либо Наждачкой. чем-то таким, да. Ну, то есть, просто на Востоке, опять-таки, люди любят сильно пахнуть, и плюс они с детства окружены вот этими ароматами. Вот как я говорила, что в жару тебе может душить аромат какой-нибудь Мгм. сладкий, пряный. А вот для Востока это, наоборот, типа круто, привычно, что ты вот сначала выходит, твой шлейф, а потом ты в комнату заходишь. Понимаете, о чем я? Да. Ну вот как от бомжа, только вкусно. Не только Black Afghana. Да. Black Afghana, кстати, интересный аромат. Что такое восточная группа ароматов? Это вот, пряности всякие, ну вот запах Востока, грубо говоря. Он же все равно такой больше шафрановый, какой-то вот прям специевый, пряный, ну вот такой Типа вот как на прям. рынок зашел Да, просто в Марокко, и вот да. примерно то же самое. Мгм. То есть они отличаются чуть большей сладостью и более в сторону специй идут. Это опять-таки группа ароматов, которые я говорила. Вот Да, там фужерные, получается да, там очень много на Мгм. самом деле Мгм. групп Мгм. ароматов. То есть есть лактонные ароматы, которые пахнут молоком. То есть там вообще миллиард всего. получается достаточно многогранная палитра вкусов есть в парфюмерии, то есть от земли там до ягод и всего что Да, угодно. безусловно. Ну, то есть и сейчас этим, правда, балуются в основном российские парфюмеры. Чем необычнее нота, они считают, тем круче. Типа, есть, допустим, у Факашимы нота устрицы. Не знаю, насколько это носибельно. Я видела, что есть, какие-то ароматы, где есть нота крови. То есть, типа, они Да. передают ноту крови через ноту железа, получается, какое-то Да, такое? скорее всего, железо. Вот у Сержа Лютана, это тоже такой парфюмер, который делает супер странные ароматы. А, Он буквально, у него есть аромат, где он говорил: "Я хочу, чтобы пахло как, кровь девственницы в первую, типа, брачную ночь". Вот такой аромат я хочу. Да, в основном достигается, во-первых, химикатами, во-вторых, да, ну, типа, чем-то железным и сочетанием нот. То есть почти все, что мы чувствуем, все, что мы нюхаем, ну, типа, это не просто монозапах. Все, что мы ощущаем, это состоит из нескольких ароматов переплетенных. Даже мамин суп, он пахнет маминым супом, потому что он пахнет фрикаделечками, картошечкой, морковочкой и всем остальным. Тут сразу возникает вопрос. Ты так много находишься уже, как бы сколько ты лет находишься в, парфюмерии, вот в этом во Да, всём? на самом деле мало, 2 года всего. Ну вот, Это я д сошла с ума 2 последние 2 года. года. Вот ты, 2 года сходишь с ума по ароматам. Да, По-любому у тебя появились какие-то любимчики. Вот да. назови топ-3 своих самых любимых ароматов, почему именно они? Хороший вопрос. По-моему, мы даже обсуждали его когда-то на работе. Возможно. Хочу, А чтобы все узнали. Во-первых, это Lumière Blanche от Olfactive Studio. Olfactive Studio очень крутые ароматы. Они супер нишевые, супер, а, как-то небольшим тиражом выпускаются. Они очень интересные. Они все с историей. И вот Lumière Blanche, он про теплый нагретый песок на пляже, он про какую-то лактонность, про дорогой кашемировый свитер, как пахнет. То есть это потрясающий аромат, он очень близко сидит к коже. Это значит, что тебе не надо сначала шлейфом входить, Мгм. потом ты. То есть это надо перенюхиваться. То есть для меня он пахнет каким-то теплотой, сладостью, вот чем-то таким. Второй — это Нью-Йорк Шаман. Э, Это лучший аромат в мире. По-моему, ты Я купил? его купила. Это как раз про могильность. Да, то есть я, когда его первый раз, нанесла, вот моя подруга сказала, что я как будто очень долго лежала в могиле, поросла землей и решила время вставать. Звучит вкусно. Я Да. люблю, потому что, ты сразу отодвигаешь от себя лишних людей. Ты наносишь на себя этот аромат, и лишние люди от тебе не подходят просто в этот день. От тебя пахнет кладбищем. Да, да. Да. Уйди. Интересно. И, также очень интересный парфюм, Cherry Punk от Room 10,
15, если не ошибаюсь. Да. У них вся парфюмерия связана с отельными номерами. У них есть даже аромат Yesterday, вот с фотосессии Битлов, где они там записывали в отельном номере, типа, трек. Cherry Punk пахнет вишней и кожей. Причем вишней он пахнет для всех, а для тебя он пахнет кожей. По-моему, Олива тоже купила. Кстати, хотите у меня с собой оба аромата? Итак, магией монтажа на нашем столе появилось 2 образца. Судя по цвету, именно он пахнет кладбищем. Да. Ну, земельку чувствую, но как-то слишком сладко для кладбища. Ну, Ну, потому что на пшикни кладбище, его наверное, в принесли крышку. конфеты. Хорошо, хорошо. Можно? Да. Это, кстати, опасно. У тебя же будет рука под носом все это время. Если тебе не понравится, то ты сойдешь Ну, с знаешь, ума. что О, будет сойти нет. с ума. Когда ты говорила, тебя, Ой, типа, аромат тебя сковывает, я ладно. представил, ты идешь вокруг тебя такие цели, такой, блядь, двигаться не могу. Ну, слегка щавель, слегка мох, Мох есть там дубовый. ну и слегка земля. Да, носик разработан. Ну, нет, Щавеля реально там, дубовый. по-моему, нет. Нет, щавеля нет, но дубовый мох и земля там присутствуют. Это все курение не ароматики. Так, а это? Да, снимай. Это Cherry Punk. Это который отелем пахнет. Вот он такой, он Он шлейфовый да, такой. он пахнет вишней и кожей. Причем Буду сходить с ума. вишней он пахнет в шлейфе, а вблизи потом на мне именно Кожей, пахнет Да. кожей больше. Вишенка прямо есть. Вот А если близко, то кожей. Это, Вот, кстати, очень да. интересно. через Да. время Да. пройдет, и здесь усилится более вот такая кожаная история, а в шлейфе будет вишня. Я, короче, я парфюмом пользуюсь крайне-крайне Мгм. редко, и то это из серии, что мне женщина моя любимая подарила, так оно и работает, я думаю, 90% мужиков. Короче, это мешает работать. Когда ты трудишься на производстве, когда ты прокуриваешь разные аромки, всякие Мгм. разные, особенно когда ты куришь без ароматику, и тебе надо просто максимально упороться и почувствовать, чем одна отличается от другой, а любой парфюм он сбивает с толку. Ну, тогда я советую просто тщательно мыться. Все, ну, типа, я понимаю, что есть профессии не только кальянные, но и хирургические, и врачебные. И, Мгм. ну, не знаю, к детям первоклассникам ты не придешь и не скажешь: ребят, я пахну говном сегодня. Ну, типа, тяжеловато будет вести урок у первоклашек. Поэтому я считаю, что парфюмерия должна быть добровольной и быть удобной. То есть она не должна идти во вред твоему лайфстайлу и каким-то твоим рабочим задачам. То есть даже бывают дни, когда, не знаю, у тебя там болит голова. Ну, понятно, что ты не несешь парфюм какой-нибудь, чтобы тебе не усилить это. То Мгм. есть это все супер добровольно. А ты на сменках юзаешь парфюм? Нет, я думаю, что это немножко некорректно, так как если ты подойдешь с таким прекрасным шлейфом, да, гостям это будет не очень удобно. Плюс гости чаще всего первые, когда пробуют кальян, все равно рядом сидящие на аромат. Если от тебя будет пахнуть там каким-нибудь Индией, да, сильной, к которой ты подойдешь. Конечно, концепция это не позволяет. Мгм. Поэтому тут классический вариант дезодоранта. А чем ты Нехорошо сейчас мыться. пользуешься? Вообще, в моей коллекции один парфюм, да, как это бывает у всех, который подарила супруга. Это Пакарабан XS. К сожалению, он в данный момент, по-моему, не производится больше, его не найти. Но мне он безумно нравится. Ну, а тут одна остальных мне как бы... Можно Ну, ли именно найти так. похожий? Можно ли найти похожий аромат? Конечно, можно. Ты можешь просто забить похожие ноты, либо вообще на фрагрантике есть, если ты заходишь в аромат, даже снятый с производства, чуть-чуть отлистываешь страничку, и там есть подборка ароматов супер То, что похожих на похоже. это, да. Очень Так удобно. что... А Так у что тебя вот. какой аромат? Ну, Давай. Я не помню. Давай, вспоминай. В виде робота. Это Пакарабан Да. тоже. Тоже. Ну, на Пакарабанились мальчишки. Покарабанились полные штаны, получается. Да. На этой счастливой ноте, на 3-4, нам нужно громко всем сказать «Захар». 3-4. Захар! И угли ставь. Ну, пожалуйста. Вот, да, расскажите про полноразмерки, про миниатюры. Типа, как этот рыночек строится? Я знаю, что вот, например, в рынке вискаря ты можешь нафунфырить себе у профессионального перелива, который, возможно, тебя обманет и сделает вот так, а возможно, нормально тебе все нальет. Я поэтому
Есть, короче, тип женщин в парфюмерии, которые обожают отливанты. Вот это мне, пожалуйста, 2 миллилитрика Том Форда, 1,5 миллилитрика, не знаю, Шанельки и вот Диорчика еще на сдачу 3 миллилитра. Я я это не понимаю, для меня это ненормально, потому что всегда можно купить миниатюры под Коколь. Они представлены, насколько я понимаю, 15 миллилитров. Мгм. Ты просто тестируешь аромат, подходит он тебе, не подходит. Если тебе прям вкатывает, как он пахнет, то ты просто покупаешь полноразмерку. Миниатюры производит сам производитель, Да, получается. сам Мгм. производитель. Ну, то есть, у бренда всегда почти представлены, а, вот в нишевых ароматах в основном представлены миниатюры, потому что они сложнее, типа. Мгм. Их, непонятно, подойдут тебе или нет. В нишевых есть 15, 50, 30 иногда и 100. Ну, типа, это стандартное. В масс-маркете 30, 50, 100. И есть, для сумасшедших людей 150 миллилитров. Допустим, у Киллиана есть, вкус, парфюма, там что то Apple Brandy называется, соответственно, он очень алкогольный такой. И у него есть, по-моему, 150 либо 200 миллилитров, которые буквально, сделаны как бутылка из-под виски большая. Мгм. Ну, то есть такая вот история есть. Понял. Но это А, для фанатов. Это, знаешь, если у тебя один парфюм, ты думаешь: "Не дай бог его годовой снимут с запас. производства". Да, годовой запас 150 миллилитров, ну, это жестко. Ничего. Это, ну, лет 5, наверное. Ну, М. отсюда, наверное, вопрос, как же правильно пользоваться? Нужно обрызгать себя всего, либо есть некий ритуал? Смотри, есть, невероятные советы какой-нибудь Ренаты Литвиновой, которая говорит, что парфюмерию надо брызгать туда, где ты хочешь, чтобы тебя поцеловали. Так. А есть еще прекрасное видео, где человек так идет на фоне прекрасного дворца и вот так вот делает много раз. Да, это, Джеффри. Он, я поняла просто про какого-то это парфюмерный блогер, такой блондин. Нет, это шутка про каких-то армян из кринжовых Да? видосов. Ну ладно. Есть просто парфюмер Джеффри. Ага. Он супер популярен, в американском, типа, сегменте. Он просто, знаменит тем, что он просто вот так, в очень обтягивающей рубашке выходит в кадр и просто вот так молча делает Мгм. примерно 40 нажатий флакона и просто исчезает из кадра. Иногда он целует свои флаконы, иногда вот, ну, это уже крайняя степень. Слушайте, все зависит от того, как вы хотите, насколько долго пахнуть. Некоторые, делают лайфхак, сначала мажутся увлажняющим кремом, и пока он не до конца впитался, Мгм. наносят, ну, типа, крем без запаха и сверху аромат, чтобы он как бы впитался прям в кожу, чтобы он был с тобой весь день. Некоторые обливаются с ног до головы, если хотят, пахнуть. Но правильно наносить ароматы на пульсирующие точки. Пульсирующие точки у нас вот тут и, соответственно, вот Мгм. тут. И важно, ты вот, кстати, правильно нанес аромат, ты его брызнул и чуть-чуть развеял. То есть ты Мгм. его не вот так вот потер, потому что если ты вот так вот трешь аромат, то у тебя сбиваются сразу же верхние ноты, Мгм. и часть даже нот сердца может сбиться. То есть, соответственно, ты нанес на пульсирующие точки и просто буквально минуту вот так вот постоял, как додик, и пошел пахнуть. Потому что там находится, ну, больше всего, как там теплее всего в Да. твоем организме, и он ближе сядет и сцепится с тобой больше. Вот. Я знаю, что еще такой, ну, лайфхак есть. Ну, то есть, вот есть бренд Зелинский, у него есть своя там линейка из скраба, из Мгм. масла для тела, из парфюма, и ты такой набрал одинаковый скраб, одинаковое там масло для тела, там одинаковый гель для душа и одинаковый парфюм. И если все это по цепочке сделать, ты можешь там сутки точно пахнуть этим всем. Ну, ты можешь сутки пахнуть, просто нанеся его. То есть не обязательно. Просто это свойственно каким-то супер парфюмерным брендом. Все равно Зелинский Роузен, ориентирован именно на парфюмерию и только на нее. И он может себе позволить по бабкам делать, другие парфюмерные линейки. То есть у тя антисептик может быть с этим же ароматом. На самом деле для меня это чуть больше маркетинг, и все равно тебе проще по финансам купить скраб, который будет сильно пахнуть, потереть там попу, и все равно будешь вкусно пахнуть, чем купить себе парфюм. Или купить антисептик. Я знаю, что так делают, маленькие девочки, которые, ну, не маленькие, но типа лет 11-12, когда ты не накопил 4000
нет, сколько он стоит? 6600 он стоит. 6600 на парфюм, но ты покупаешь за 700 рублей антисептик, который сильно пахнет, и просто брызгаешь антисептиком, который прям сильно будет пахнуть. Прекрасно. Ну, то есть Звучит ну градация, как. да. Хорошо. А что вообще с российской парфюмной индустрией? То есть на каком она уровне относительно мировой? Есть ли у нас крутые ребята, которыми можно прямо сказать, вот они прям молодцы? У нас парфюмерная индустрия супер начала развиваться последние, мне кажется, года 2-3. Ну, то есть до этого были какие-то супер нишевые бренды, вот эти мои любимые инди-бренды, которые производят сухие духи. Вот это просто какая-то восковая бомбочка, которую вот так мажешь, и просто которые капают чуть-чуть маслица в воск и говорят, что это парфюм. Мгм. Я их уже прокляла, но у нас есть достойные бренды. У нас есть бренд Фукашима. А, Он производит, честно, не для меня парфюмерию, она для меня слишком интересная. Но ребята нашли свою нишу, нашли своих покупателей. У них достойные ароматы, достойная упаковка. Это что для меня тоже важно, достойное в целом производство. То есть я знаю, что это сделано не на коленке, не в каком-то огуречном заводе, который там, не знаю, разливают спирт, а тут доливают в него 3 капли парфюма и говорят: все, едьте". Делают 2 классных парня. Если что, у нас был YouTube-выпуск на канале "Золотого яблока" с брендом Фукашима. Коллеги, смотрим. И также есть очень достойный бренд Nose Republic, но он тоже очень нишевый. То есть они пахнут сложно, они пахнут странно. У них были коллаборации, вот с брендом Флакон. Тоже пахло странно. Ну вот для меня российская парфюмерия, она либо подражает очень сильно, либо уходит в какую-то странненькую сторону, типа, чтобы вот мы не такие, мы другие, мы не красная Москва, мы будем пахнуть устрицами. Вот. А если мы говорим про долю рынка, ну хорошо, давай, понятное дело, что про общемировые масштабы говорить Мгм. страшно. Если мы говорим про РФ, какую долю рынка занимает российский парфюм? Честно, очень маленькую. Вот, типа, если говорить про то, что представлено в РФ, даже вот на примере там того же "Золотого яблока", я думаю, что это процентов максимум 10. Потому что вот на сейчас из тех, что я вспоминаю, что продается в "Золотом яблоке", это бренд "Вороной", это бренд, вот "Фукашима" у нас продается. "Дилис" — это очень дешевая парфюмерия, которая делается просто из чего-то. И да в целом-то все. Ну, то есть у нас очень мало ну вот, доля рынка, потому что очень сложное производство в рамках России. То есть это упаковка, это сырье, Мгм. это ингредиенты. То есть даже в производстве и в закупе это будет настолько дорого, что, ну, типа, ты не продашь за эти деньги никому парфюм без имени своего. Мгм. Мгм. Если мы говорим, окей, также вот про долю, про рынок России, топ-5 самых продаваемых, на твой взгляд. А, Чем пахнет Россия? Вот так. Я сейчас скажу что-то, и мне скажут, что я вот из людей, для которых Москва — это отдельная... Есть Ага. Москва, есть Россия. Для меня Россия пахнет концерном ООО «Пучрус». То есть это в него входит вот Пако Рабан, Каролина Эррера. Вот это вот вы наверняка видели парфюм в виде туфли такой. Мгм. Ну вот, девочки за кадром кивают, значит, видели. Каролина Эррера, 212 VIP — это супер простые масс-маркетовские ароматы, которые, мне кажется, доступны каждому, которые достаточно недорого стоят, приятно пахнут, и они понятные. Дольче Габбана Императрица, если говорить про популярные ароматы. А, и сейчас, мне кажется, Россия стала копить деньги очень сильно на ароматы. То есть, если раньше была тенденция: "Ну, я пахну просто, ну, просто чем-то пахну", то сейчас, девочки, я вот замечаю даже там в соцсетях какие-то тренды, что лучше они поднакопят на какой-нибудь парфюм и будут пахнуть круто. Вот опять-таки, Ганимед, очень популярный аромат, и Essential Parfum. Они также эксклюзивно продаются в "Золотом яблоке". Это феномен, это понятная ниша, недорогая. То есть они и сложные, и недорогие. То есть до 10 000 ты можешь себе купить классный парфюм, который будет отличаться от всех и которые будут, очень комплементарны, то есть собирать комплименты вокруг. Что еще? И мне кажется,
Вот Зелинский Розен, но он уже, мне кажется, умирает и отбыл свое. Почему? Потому что, как у любого тренда, ну, где сейчас Барби, которой было очень много, то есть, я думаю, в кальянной индустрии тоже есть какие-то суперпопулярные темы, которые вот врываются, бьются на пике, а потом просто медленно отходят в Ну, моду. у нас в целом, как бы, ну, индустрия существует, дай бог, 10 лет, Мгм. и то в разных городах-то все по-разному. У нас, наоборот, сейчас тенденция на перенасыщение. Появляется очень много всего, у многих производителей есть задача производить исключительно категорию А для того, чтобы, ну, выбивать себе место на полке Мгм. магазина за стойкой мастеров. Кардинально чего-то такого, что типа вот что-то появилось, и оно изменило игру. Ну, что у нас такое было? Таких у нас нет, наверное. Ну, да, окей, когда-то безароматика была новым словом, хотя какое-то новое слово, если Её никто не изначально до понимал. 1981 года все кальяны были безароматические, а первым ароматом была двойнуха. Вот. А сейчас все равно как будто бы без ароматика. Ну, просто некая Какой тенденция ужас! появилась, на стиль Как вы начали это много курите? выпускать. Много, наверное, брендов, которые начали позиционировать безароматику немножко с другой стороны и раскрывать ее, какой потенциал она несет в себе, что можно с ней делать, потому что до этого никто ничего не понимал. Дым, как от сигареты, ничего не ясно. Так и То есть, на сейчас не самом деле, понимают. безароматика — это супер глубокая история про вкус и аромат внутри продукта. То есть первые там обычно 5-6 без ароматики для тебя это просто ничего не ясного. Дальше ты начинаешь находить уже какие-то свои ноты. То есть и мы можем курить вчетвером одну безаромку, и каждый найдет свою ноту в данной безароматике. А ты Вот. курила безаромку? Знаю, на что это похоже. Вот то, что вы сейчас описываете, это буквально то, на чем построен бренд Молекула. То Мгм. есть они моноароматы, которые создаются только из молекулы, которые на каждом раскрываются вообще абсолютно по-разному. То есть каждый вот 4 человека покурят безаромку, потом придут, нанесут молекулу и вчетвером будут пахнуть по-разному. Ну, то есть это такая история также очень сильно откликается в парфюмерии, что такие ароматы действительно тоже есть. И на них, кстати, вот тоже был большой тренд, который сейчас чуть отошёл уже. Мгм. Мне кажется, мы еще долго будем сталкиваться в индустрии с тем, что вот эти вот постоянные споры про безаромку. Одни будут говорить: вы что, идиоты? Какая безаромка? Какая вишневая щепа? Что там можно почувствовать? А другие говорят: мы чувствуем всю пирамиду ароматики, которая внутри есть. Это будет, мне кажется, споры, просто война. Тут, видишь, это из разряда «ничто не портит группу так, как ее фанаты». Есть просто категории людей, которые говорят, что типа, ну, если ты не куришь безаромку, то ты лох. Ты вообще ничего не принимаешь, не понимаешь в кальянах, вообще иди кури там свой пинкман с кольцами, и вообще кто ты такой. И поправляет монокль, и считает себя самым умным. Это одна крайняя крайность, которая прямо, ну, очень плохая. Есть другая, которая говорит, ну, это вкус сгоревшего кальяна. И, ну, вот наша задача как бренда, если мы говорим про безароматику, вот эту вот крайность сместить до уровня нормы, что, типа, это просто еще один способ получать удовольствие от кальяна. Ну, кальян — это не предмет первой необходимости, это история про гедонизм в любом случае. А как ты будешь доставать из него кайф, не знаю, доставать бычий кайф от большого количества никотина, чтобы тебя ноги отстреливали, в этом есть свое удовольствие. Приходить в заведение, где мастер будет с тобой взаимодействовать, играть с тобой в какую-то игру на ассоциациях, это тоже другой вид удовольствия. Стоять за стойкой и собирать сложные чаши с точки зрения технологий, там, вминания в стенки, приминания, несколько отверстий и прочее, это еще один вид удовольствия. И, соответственно, то, что у тебя в чашке, это... окей, мы не говорим про дизайн кальянов, который тоже несет в себе огромное эстетическое удовольствие. Ну и, собственно, то, что у тебя в чашке. Какой табак, какой стиль, какое направление. Будет там аромат, или это будет без ароматика, или это будет парфюм. Это еще один способ получать удовольствие от кальяна. Слушай, ну вот ты говоришь, и это правда очень сильно откликается в парфюмерии. То есть это тоже про гедонизм. То есть ты можешь абсолютно четко обойтись всю жизнь без парфюма. Типа это только твой выбор. И берешь ли ты какие-то масс-маркет бренды и просто кайфуешь от того, как они пахнут, не разбираясь в этом. Либо ты идешь за ароматом, у которого есть гигантская история, который тебе просто нравится, там, парфюмерный дом, или ты идешь в какие-нибудь супер нишевые ароматы, которые пахнут, я не знаю, резиной, еще чем-то, ну, просто потому что тебе кайфово, пахнуть так необычно. Ну, то есть тут очень большое приключение и перекликание, с кальянной индустрией, потому что вот даже касательно флаконов, кому-то нравятся просто красивые флаконы. И это тоже имеет место быть. И
тоже ничто не портит сообщество так, как его фанаты. Это тоже 100% про парфюмерию, потому что у нас также есть жесткие снобы, которые говорят, что если ты используешь только масс-маркет, значит, ты там не настоящий фанат, значит, ты используешь типа, простые ароматы, фу, ты отстой, ты лох и так далее. И есть люди, которые там, не знаю, ты должен использовать только ладанный аромат или еще что-то. То есть также в парфюмерной индустрии супер нестабильная, грубо говоря, фан-база, которая, не знаю, может... я понимаю, что о вкусах не спорят, но мне кажется, что За них грызут глотки. да, что в кальянной индустрии, что в парфюмерной, за них реально грызут глотки. Короче, это вообще череда абсолютно случайных событий, которая привела к очень крутому результату. Есть такая международная выставка «Интертабак». Она проводится в Дортмунде, одна из самых крупнейших табачных выставок. Мы туда ездим уже второй год подряд, в 23-м году ездили, и в 24-м. То есть мы туда в первую очередь ищем для того, чтобы найти новых поставщиков по сырью, новых там, ну, в целом там и сигарщики выставляются, и производители ароматизаторов, и производители упаковок, и ребята, которые делают покрывной лист из восстановленного табака, но при этом делают его с принтами. То есть такие штуки тоже есть. Сигара там с драконом, например, напечатанная на нем. Тоже это огромная индустрия, где есть много чего. Короче, там мы познакомились с французской компанией, которая, она выставлялась как производитель ароматизаторов в том числе. Короче, компания, она занимается как раз разработкой парфюмных ароматов для различных парфюмных домов. Короче, они занимаются производством СТМ-ок. Вот. Базируются не во Франции, флейворист там русскоговорящая, мы с ней нашли общий язык, и она говорит, блин, мне было бы интересно перенести парфюмные ароматы, но сделать их пригодными для пищевой промышленности. Вот, мы такие, ну, блин, да, давай, хорошо, что-нибудь попробуем. В итоге 1,5 года у нас велась разработка, мы из Франции это все там контрабандой в чемоданах везли первые образцы. Она для нас разработала несколько непарфюмных ароматов, которые мы протестировали, и сделала герлинат для него. То есть вообще герлинат — это фирменный аккорд дома Герлен, который там с 1921 года существует в том самом виде, и он присутствует в каждой из композиций этого парфюмного дома. Короче, мы покурили, я такой, это разъеб. Это очень вкусно, это невероятно, это интересно. Я такого не курил, я такое хочу еще. Мы подумали такие, окей, у нас есть герлинат для него, вот этот фэнтезийный аромат, мужской аромат с домом Герлен. И, ну, сказали, давайте сделаем еще женский. Давайте попробуем сделать герлинат для нее. Около года там мы менялись образцами через весь континент для того, чтобы получить что-то удобоваримое. И вот, получается, в ноябре мы представили как раз набор герлинат. Тубус стилизовали под фирстиль. Тут нет у вас... Ладно, короче, потом тебе покажем, там красиво. Она видела. Ты видела, мы заморочились. Вот. Короче, да, комкаюсь уже. Сначала это у нас сейчас все в ноябре вышло в формате предрелизного коллекционного издания, тубус, стикер-паки, все, в общем, как мы любим заворачивать, а уже, получается, ориентировочно в марте он у нас будет в серии, в экспериментальной линейке. При этом вот мы готовили к релизу герлинады для него, для нее, и, ну, это ароматы фэнтезийные, не было задачи попасть, что, типа, вот этот аромат есть на полке, мы его повторим, вот. Соответственно, этот флейворист, с которым мы работаем, она сделала Баккара Руж, вот, и сегодня мы с вами его попробуем впервые. Вот. Итак, специально обученный Захар, спасибо Захару, вынес нам 3 кальяна, герлинат для него, герлинат для нее, и как раз получается новинка, в честь которой мы сегодня все собрались, это Баккара Руж. Вот. Давайте просто коротко, наверное, поделимся впечатлениями, что вообще, что скажете про это. Ну, на самом деле, наверное, начну с того, что в целом парфюмная линейка — это новшество в кальянной индустрии. Кальянная индустрия сложная, достаточно избалованная, это что-то новое, интересное. В первую очередь, гости и конечные потребители начинают пользоваться, конечно, и использовать ароматы в соло-покурах. Пробуя до этого уже другой парфюм, скажу, что этот поярче, да. Насколько я знаю, здесь используется классическая база Dogma. Это вкусно, это необычно. С этим можно работать как в соло, так и в миксах. Ну, в целом, супер классная история про то, что появляются такие продукты, которые развивают наш рынок в целом. Наверное, отсюда вопрос больше, как же вы пришли к тому, чтобы собрать парфюм? То есть это все-таки ароматика, Да. экстракты, либо что это? Смотри, то есть, повторюсь, это все произошло по счастливой случайности. Если бы мы не встретили этих французов, и если бы там флейворист не разговаривал на русском языке, этого проекта бы не существовало. То есть в сентябре 23 года мы встретились и такие,
а давайте сделаем что-нибудь интересное, а давайте. А я хочу перенести парфюмные ароматы на ароматизацию для пищевой промышленности. То есть у нас вот кодовое название этого проекта, оно было «Съедобный герлинат». Вот. Соответственно, здесь методология, работа не на отдушках, а та же самая технология, по которой делается пищевка. Вот. Это пищевые ароматизаторы, которые можно употреблять в пищу, грубо говоря. Вот. А за счет чего тогда получается вот этот привкус и аромат, который мы чувствуем, такого парфюмного оттенка? Тут момент, смотри, какой. То есть технология та же самая, просто используются ингредиенты нетипичные. То есть, условно говоря, у нас есть там определенные позиции, из которых вытягиваются те или иные ароматы. То есть там все ароматизаторы граната собираются через томат. И это абсолютно нормально. Вот. А есть определенные компоненты, и, собственно, флейворист, она использовала нетипичные ингредиенты для того, чтобы как раз сделать все эти вытяжки. Вот. Она, кстати, герлинада для нее расписала именно с точки зрения парфюма по верхним средним нотам. Если мы говорим, мы попросили флейвориста разобрать для него и для нее именно с точки зрения парфюма, то есть для него вот этот базовые ноты — это ветивер, ваниль, сандал, сухие древесные ноты, средние ноты — жасмин, ирис, палида и пачули, и верхние ноты — это фруктовый аккорд. Это для него. Для нее базовые ноты — это амбровые, ванильные, сандаловые и пачули, средние — жасмин, роза, и верхние — это аккорд личи. Вот. Вот прекрасная Ольга мне давала именно в баночке послушать. Для нее пахнет чуть ли не абсолютно так же, как пахнет сам аромат. А вот для меня больше пахнет чем-то сдобным. Я думаю, это за счет того, что там есть пачули, потому что в некоторых сочетаниях очень дают такой сдобный эффектик. Для меня пахнет, не печеньками, но чем-то таким сладким, и вот каким-то хлебобулочным. Да, плюс мы работаем на стопроцентном сигарном листе, и сама сигарная сырьевая база, она тоже накидывает определенные оттенки. Соответственно, на любую сигарку, если мы наложим десертный аромат, алкогольный, они будут очень круто доигрываться. Есть такой момент, что база доигрывает ароматику, и, получается, работает не только аромка, но и, получается, сам... Это как сравнить, что, есть парфюм, а есть запах человека, который вместе стакается и делает что-то новое. Да, потому что сейчас вы курите, я же все равно ощущаю ароматы, и он на самом деле раскрывается совсем по-другому, чем сам аромат чувствуешь в баночке. Вот. Плюс, опять же, тут тоже есть огромные моменты. Как мы забили кальян, есть касание, нет касания, сколько минут грели, сколько отверстий делали в чашке или не делали. Кальян, какая температура у тебя сейчас в чашке. Мы его сейчас не курим, он у нас перегрелся, а он может раскрываться тоже по-другому. То есть здесь, наверное, тоже некорректно будет сказать, что есть вот эта матрица, и все мы должны здесь почувствовать. Есть, опять же, огромное количество переменных, опять же, насколько кальян чистый, есть ли там постэффекты в шланге там от хладогенов каких-нибудь и прочее. Это тоже все влияет на качество курения, получается. Так же, как и в парфюмерии, насколько ты чистый, правда. Не знаю, использовала ли ты до этого какой-то ароматический гель для душа, какая у тебя сейчас температура тела. Вот прям вообще абсолютно точно так же, как в парфюмерии, очень много факторов, которые влияют. Не знаю, даже если ты наносил аромат вчера, и он там чуть-чуть не досмылся, и ты нанес совсем другой, это все равно очень сильно может влиять, вот так же, как я поняла, и чистый кальян или нет. Вот у меня возник такой вопрос. Может ли влиять на раскрытие аромата твое сегодняшнее настроение? Слушай, я думаю, что все равно в восприятии ароматов частично все равно это психология какая-то твоя, как ты чувствуешь, как ты воспринимаешь это все. Мне кажется, для тебя, да, то есть как для тебя пахнет вот и чувствуется этот аромат, зависит от настроения, но для окружающих, на мой взгляд, не сильно. То Я есть поняла. потому что все равно парфюм — дело такое достаточно интимное, условно, то есть ты все равно остаешься с ним один на один, и только ты. То есть в любом случае, лично для тебя парфюм может задавать какой-то характер. Да, безусловно. Ты можешь там, не знаю, подобрать себе аромат или, допустим, ты наденешь, вот как у нас потрясающий человек, весь в черном. Если он нанесет какой-то суперсладкий цветочный аромат, это будет чуть-чуть вообще другое настроение. Мало ли, такое настроение бывает. И это даст какую-то большую непринужденность самому образу, а если он нанесет какой-то ветиверный тяжелый аромат, это уже совсем другая история будет. Поэтому это тоже очень сильно влияет на образ и на состояние. Это как будто бы он собрался на похороны бабки, но она оставила ему большое наследство. Да.
А если цветочный, это значит, жена все постирала и больше ничего не осталось. Окей. Что скажешь про герлинат и про бакару? Блин, это вообще интересная история, куда сейчас у нас индустрия ведет уклон. То есть она раскрывает что-то интересное, и что еще раз доказывает, что кальянная индустрия России у нас находится слишком далеко от остальных стран. Это интересно, это необычно, ты с этим сталкиваешься впервые. У тебя могут быть такие достаточно смешанные чувства от того, что ты вроде бы куришь кальян, и ты привык к тому, что там ягодки, фруктики, десерточки, и тут там парфюм. Парфюм, который ты наносишь себе на кожу. Он реально раскрывается, как будто ты чуть-чуть лизнул фунфырик. Вот, и это круто, это интересно, то, что наша индустрия развивается. Да, мне не все, скорее всего, ароматы подходят, как и с парфюмом. Для него сейчас раскрылось для меня абсолютно иначе, как мы курили его отдельно дома, и сейчас он мне нравится больше. Герлина для нее мне все еще не подходит, потому что он такой более яркий, более имеет, короче, такие ноты, которые в жизни мне бы тоже не понравились. А вот насчет бакары, а, очень хорошо передана нота, которую я чувствую от людей в потоке. То есть я выцеплю, бакару по-любому в жизни, и здесь вот эта нота тоже присутствует, и это круто. То есть мне нравится. Супер, спасибо. По поводу вот, да, нового направления. Мы вот были в командировке, ездили в Краснодар, в Ростов. Там у нас был такой разгон, что ну, вот есть у нас фрукты, ягоды, цитрусы, травянистые, десертные, алкогольные, пряные, вот это вот все многообразие. И были такие продукты, как панрас и панмасала. Они вроде бы и свежесть, и вроде бы и специя, но по сути всегда стояли особнячком. Потом в конце 22 года компания Deos выпустила аромат Palo Santo. И он как будто бы вот эту вот группу начал укреплять. Сейчас и Deus, и мы начали выпускать парфюмные ароматы, и вот это вот, как будто бы это формирование нового отдельного направления, которое, ну, опять же, мы с ним в командировке игрались в соло. Понятно, круто, классно, хорошо. Будешь ли это ты курить каждый день? Вопрос. Ну, типа, все абсолютно субъективно. Мы игрались в миксах, 20-30% парфюмов в кальяне в базовые фруктики и ягодки уже дают новые ощущения, дают новый опыт. Опять же, ну, мы все, я уже повторюсь, это индустрия про гедонизм. Мы пришли сюда развлекаться и получать удовольствие. Опять же, это новый способ удивлять и себя дома, и своих друзей, и гостей в вашем проекте. С этим можно работать. Получается, по твоей логике, компания Вердос тоже должна выпустить парфюмерную линейку, потому что там присутствует и кашемир, и сандал. Если компания Вердоста выпустит, это будет еще круче, потому что, ну, блин, камон, выпускать 150-ю колу на рынок зачем в 2025 году? Ну, скорее всего, сейчас парфюм займет новую некую нишу. То есть это тренд, да, на который сейчас, скорее всего, пойдут все. Тут вопрос в том, насколько далеко они смогут в этом зайти. С моей стороны, наверное, как мастера Атоли чуть-чуть различается, да, то есть я чаще курю не сам, да, а делаю кальяны для удовольствия наших гостей. А, как же с этим работать в плане того, что мы понимаем, это курица все с базовыми ягодами, фруктами? Есть ли какая-то, может, базовая забивка, либо микс, который можно 100% кинуть, и он зайдет, чтобы там гость сделал вау. Либо все-таки в первую очередь придется знакомить гостя с соло-продуктом. Я думаю, что можно спокойно примешивать миксы, если, опять же, гость... Ну, опять же, есть разные категории гостей. Есть гости, которые курят каждый день одно и то же, ты их ни за что не пересадишь ни на что другое. Есть гости, которые готовы к экспериментам, ты знаешь, ты можешь добавлять и неоромку в чашку, экспериментируй с ингредиентами, да, пожалуйста, просто бери, выноси. Здесь, опять же, все под потребность гостя. Хочешь удивить гостя, и гость готов, блин, слушай, есть такая штуковина, как парфюм, давай попробуем. Это безопасно, потому что это пищевая ароматика, давай просто попробуем, хорошо. Потом, да, пожалуйста, в миксах. Мы экспериментировали очень долго и муторно, мы выводили древесную грушу через для него. То есть забивка была следующая. Нижний слой совсем немножко, это был наш апельсин, ну, догма апельсиновой юпи, а средний слой компотом закладывали герлинат для него и китайскую грушу, и сверху это укладывали безароматикой. Вот было прям максимально интересно. Это вот из того, с чем я уже успел наиграться, и что я могу советовать. Интересно. Тогда, наверное, еще такой вопрос. На данный момент, наверное, парфюм, да, так как, наверное, поговорим еще о ценовой модели, да, э, она выходит отличающаяся от Деуса. То есть Деус — это
full price, а Dogma парфюм вышел все-таки, ну, чуть дороже, чем обычная категория, либо он, по-моему, даже в обычной категории ценовой. Почему так? Смотри, ну да, наша ценовая модель, у нас Dogma находится в экспериментальной линейке, то есть у нас есть банки с черными крышками, типа башкирского меда, где есть либо какой-то усложненный техпроцесс с точки зрения производства, либо более высокая себестоимость самого изначального сырья. Соответственно, здесь мы, по сути, грубо говоря, то, что для нас сделала эта французская компания, это STM. Она под нас разработала парфюм, эти ароматизаторы, которые мы тестировали, вносили свои корректировки, и вот, собственно, финальные варианты, они уже сейчас перед вами. Вот, то есть мы работаем напрямую с профессионалами рынка, которые под нас занимаются производством этого ароматизатора. Соответственно, по нашей ценовой модели это прекрасно вкладывается в нашу экспериментальную линейку. Вот, я не был на производстве Деуса, я не знаю, как это все происходит, свечку, к сожалению, не держал. Если ребята позовут на производство, я прям с радостью к ним сгоняю, но, насколько мне известно, опять же, я могу ошибаться, ребята эти ароматизаторы делают сами. То есть они сами делают вытяжки из органических компонентов. То есть это как раз та методология, по которой был изначально разработан Palo Santo. И, насколько мне известно, как раз Palo Santo и послужил основой, на которой потом и из которой потом и выросла парфюмерная линейка Deus. Вот. Опять же, это вот насколько мне известно. Если это действительно так, то, ну, представь, либо ты просто заказываешь у профессионалов готовое решение, либо ты самостоятельно разрабатываешь эти ароматы. Само собой, у ребят кост намного будет выше, если это не делают самостоятельно. Опять же, утверждать на 100% я этого не могу. Вот. Ну и ребята зашли на рынок, ребята рынок удивили, ребята рынок подготовили. Да, нам в какой-то момент, конечно, на старте было обидно. Ну, представь, ты занимаешься около года разработкой продукта, и тебя подрезают на повороте. Вот. Но сейчас, как я это вижу, да, многие нас сравнивают с Deus парфюмом. Но, блин, круто. Тренд, да, возможно, кто-то заберет за это прорыв года. Такой вопрос. На самом деле супер нишевая история. Скорее всего, это категория С. Есть ли какие-то дальнейшие планы по производству парфюма? Будет какая-то большая коллекция, либо это будет отдельная линейка? Чего нам дальше ждать от Догмы в линейке парфюм, А, либо экспериментальной линейки? Наработки есть. С точки зрения, ну, эти ребята для нас уже сделали несколько разных парфюмов, но сейчас мы сначала вот выпустили Герлинат в предрелизе, и в серию мы его пускаем февраль-март. Выходит Бакара в предрелизном тубусе, там тоже есть один прикол, сейчас тоже про него расскажу. Потом выпускаем его в релиз. Стартуем с этими 3 SKU, смотрим вообще на спрос, а надо ли это рынку. Потому что, ну, типа, да, окей, прикольно, а найдут ли мастера этому применению за стойкой? Будут ли они это использовать для того, чтобы удивлять своих гостей или нет? Соответственно, уже исходя из этого мы будем принимать решение, расширять эту линейку или нет. Но мне кажется, это, опять же, если мы говорим про гедонизм, про удовольствие и про еще один способ удивлять гостей, это найдет свое место на полке и за стойкой, и в магазине. Будет ли это отдельной линейкой? Либо это все уйдет в экспериментальную линейку просто, и всё? Мы стараемся не множить сущности без необходимости. Ну, вот, грубо говоря, у нас сейчас есть линейка ароматическая, линейка неароматическая, плюс к ней добавился еще сейчас сигарный моносорт. Это, ну, вот как раз моносорта сигарного листа, сваренные в соло. Вот, то есть, чтобы можно, ну, ориентировались на спешлти кофе, на односолодовый виски. Все там позади тебя вот стоят банки, как раз можешь посмотреть, да, вот эти вот 6 небольших. То есть текстом мы там прописывали, что какая-то страна, какие мы нашли в этих безароматиках дескрипторы, это как раз, грубо говоря, вот, ну, расширение нашей неароматической линейки. Есть линейка экспериментальная, это как раз вот линейка с черными крышками, где либо есть более усложненный техпроцесс, либо более высокая себестоимость. Как отдельная парфюмная линейка нет, как расширение экспериментальной линейки, да. Вот. Давай расскажем людям, как вы вообще достаете этот сигарный лист, потому что, ну, есть же сомнения присутствуют, что как это они столько сигарных листов, вот как вы их везете, вот эти вот листы такие необычные? Ну, это, скажем так, это достижение работы на профессиональных как раз выставках типа Интертабака, где мы приезжаем, знакомимся с огромным количеством производителей, с огромным количеством поставщиков. Везется это все в Россию через пень-колоду, потому что мы живем не в самое благоприятное время с точки зрения коммуникации с другими странами. Вот, параллельный импорт, братья-казахи, привет. Вот это вот все. Ну,
Все у нас началось, когда в 2022 году наш поставщик сырья из Никарагуа сказал, мы с вами больше работать не будем. Тогда у нас в бленде было 47% Вирджинии, 53% никарагуанского листа. И мы, по сути, лишились возможности привозить половину своей базы. Вот. А мы тогда начали шевелиться, начали выстраивать какие-то первые логистические каналы. Да, чтобы привезти сигарный лист из Камеруна в Россию, нам понадобилось 16 месяцев. Чтобы привезти Доминикану и Индонезию, нам понадобилось 11 месяцев. Но мы как раз вот в 2022 году, когда всем этим занимались, мы отладили все эти процессы, и сейчас можем относительно оперативно там, в течение квартала, максимум полугода привозить различные интересные штуки. То есть мы можем надеяться на то, что вот моносорты будут обеспечены беспрерывной поставкой, если это встанет там в хорику. Да, 100%. Мы сейчас как раз для первого дропа моносорта привезли ограниченный объем продукта, но это все будет возобновляемо, воспроизводимо. Не будет такого, что там какая-то позиция сейчас есть, потом ее не будет совсем. То есть все 11 моносортов, которые мы привезли, сейчас мы их зарелизили 6, в декабре релизим еще 3, в январе еще 2. Будет коллекция из 11 моносортов. Они у нас будут возобновляемыми. Да, может быть такой момент, что вот, например, на банке написано урожай 2019 года, у него одна крепость. Если, например, следующий год у нас был, например, более дождливым, корневая система куста не ушла вглубь, а начала селиться по земле, оно может отличаться по уровню никотина, по каким-то дескрипторам вкусовым, но мы это все будем отражать на банке, именно поэтому там есть год. Сами себя в этом плане обезопасили. Вот. Ну и опять же, в январе их будет 11. Будем ли мы эту линейку развивать в дальнейшем? Да. Мы уже вышли на некоторые интересные регионы. Опять же, в Индонезии есть не только сорт бисуки, который у нас представлен в Малахаяте. Есть еще один интересный сорт, который мы зарелизим, я думаю, в первом квартале 2025 года. Вот. Короче, на самом деле, все, что мы знаем про табак с точки зрения нашей индустрии, это все просто огромная капля в море, мы ничего не знаем. Вот еще такой вопрос. Вы ушли в сигарную историю, Мгм. раскрываете там вот безаромки, парфюм, а что с ароматикой? Что с классической линейкой? Будет ли там вообще что-то еще? Будет, конечно, будет. Есть уже наработки, к нам уже едут ароматизаторы. Точно будет камбэк Мэри Джейна, который у нас был. И будет ароматика. Задача сделать либо те ароматы, которых нет в индустрии. Ждать же или еще алкоголя от Догмы? Да, возможно. Есть кое-что, что, я надеюсь, мы сможем зарелизить в первой половине 2025 года. Это будет не столь алкогольно в привычном плане, это будет кое-что интересное с точки зрения работы с органическими кислотами и вином. Что-то типа как плов. И не плов, но и как бы с какими-то там нотками, что похоже. Нет, тут смотри, кстати, да, парфюм сделан по той же самой технологии, что и вся ароматическая догма. То есть наша здесь классическая база, чистая догма, это Доминикана, Индонезия и Камерун, и, собственно, на нее мы наложили ароматизатор. Там будет именно более усложненный техпроцесс с точки зрения варки, с точки зрения ферментации сырья, доп. Обработки перед варкой. Догма, да, сигарный продукт, который зашел суперудачно на рынок в плане знакомства именно конечного потребителя с сигаркой. Да, тут крепость, не крепко, как мы привыкли видеть это все с сигарой, то, что это крепко, жестко, все привыкли вот к сигарам. За счет чего это? За счет того, что вы используете определенные листы, либо, если не секрет, какие ярусы у этих листов, да, чтобы мастерам было более понятно, что же это вообще такое. Мгм. Как же вкусно рассказать конечному потребителю, например, о том же Пушкине. Да, у нас есть большие фанаты Пушкина в заведении, которые могут его скуривать там десятками банок за месяц. Как же мастеру донести то, что это не просто вот там оттуда-то привезенный продукт, поэтому у него такая крепость, а что-то больше раскрыть о самом продукте. Смотри, во-первых, у нас в индустрии существует такой стереотип, что сигарка это всегда крепко, сигарка это всегда жестко. Это стереотип. Начнем с того, что в сигарной индустрии, наверное, только 5% курильщиков курят сигары ради никотина. Сигары курят в первую очередь ради вкуса. Чем сигарный лист отличается от несигарного? У меня есть на эту тему полуторачасовая лекция, если очень коротко. И самые два ключевых показателя, помимо, есть генетика, то есть стартовый генетический код семьи,
есть теруар, то, где этот лист произрос, соответственно, особый минеральный состав почвы, химический состав почвы, длина солнечного дня, среднегодовой уровень осадков, среднегодовая температура. Это все влияет на качество получаемого продукта. Третий фактор – это внимание человека, потому что сигарные листы, когда их выращивают, фермер на Кубе за цикл роста сигарного куста подходит, то есть представьте, у тебя куст растет 90 дней, и фермер к нему подходит не менее 150 раз. Для того, чтобы срезать лишний листочек, почечку отщипнуть, чтобы перенаправить питательные вещества, для того, чтобы там, не дай бог, жучок не появился. Сигарный куст, сигарный табак – это очень капризное растение. Если оно упадет, оно не встанет. Без внимания человека оно не растет. Растет, но плохо. Вот. И два ключевых фактора – это ферментация, это выдержка. Первая – ферментация. Во время цикла ферментации из сигарного листа частично уходит аммиак, частично уходит нашатырный спирт и частично уходят остаточные сахара. Это весь тот горлодер, который, собственно, нам мешает курению. Третий – это выдержка. После того, как лист отферментировали, он минимум год должен еще провести на выдержке при определенных условиях. То есть как коньяк. Мы получили первые спирты, загнали их в дубовую бочку. Точнее так, мы получили первый спирт, и этот первый спирт из винограда коньяком еще права называться не имеет. Чтобы он стал коньяком, он должен 3 года провести в дубовой бочке. С сигарным листом та же самая история. Он должен еще провести определенное время на выдержке. Мы как раз несем вот эти вот ключевые ценности из культуры сигар в кальянную индустрию. То есть сигарный лист – это в первую очередь про мягкость курения за счет того, что у нас нет всего этого горлодера, но при этом сохраняя хорошую крепость. Вот. Другие наши партнеры по рынку, опять же, с точки зрения технологии, то, как готовим продукт мы, и то, как готовят продукты наши партнеры по рынку, технологии отличаются. Технологии отличаются с точки зрения добавления, наличия или отсутствия углеводного компонента в смеси во время варки. То есть мы варим наш продукт по классической методологии с глицерином и инвертным сахарным сиропом. Соответственно, сахара, они весь этот горлодер тоже в том числе смягчают. Если мы не будем добавлять и варить чисто в глицерине, у нас с вами будет щекотать горло, чесать горло, и это как раз вот этот стереотип, что это и есть сигарка, которая у нас с вами растет еще с 2017 года, условно говоря. Вот. Сигарный лист – это в первую очередь про удовольствие, про мягкость курения и про комфорт. То есть ты куришь чашку, ты не чувствуешь никотинового перенасыщения, тебе не нужно бороться с кальяном, кидать его с продибой, и вот это вот все. Ты получаешь никотин мягко, плавно и вкусно. Вот, это ключевое. Если мы говорим, про то, как представлять определенные продукты, сейчас как раз, окей, у тебя банка Пушкин, что это такое? Да хрен знает, если ты не залезешь в нашу методичку или если не напишешь кому-то из представителей бренда, тебе никто не пояснит. Вот, именно поэтому мы в линейке сигарный моносорт и вывели всю информацию о продукте для того, чтобы, во-первых, было более четкое понимание, что это такое, было проще принять решение покупателю в магазине, то есть какая у него крепость, мы это все отражаем на банке, из какой это страны. Опять же, страна и знание, из какой страны этот лист, он тебе не поможет сделать вкусную чашку, но это разовьет твою эрудицию, разовьет твою насмотренность, потому что рано или поздно ты начнешь замечать, что в определенных теруарах даже разные сорта имеют схожие профили, и это абсолютно нормально. Вот. Мы за образование, мы за то, чтобы говорить, что ты куришь, потому что это будет влиять на твою насмотренность. Для нас, как профессионалов, это важно, и для нас, как для бренда, важно нести знания в индустрию. Вот. Поэтому, то есть, и даже наши текущие классические моносорта, это Пушкин и Малахаяти. Малахаяти – это покрывной сигарный лист из Индонезии, Пушкин – это сигарный лист из Камеруна, из Центральной Африки. Мы их тоже будем потихоньку переводить именно в линейку сигарный моносорт, для того, чтобы рядовому потребителю, кальянному энтузиасту или мастеру за стойкой было понятно, что это за продукт и что от него вообще ждать. То есть сейчас в вашей линейке используются одни покрывные листья только в основном? Нет. Если мы говорим про чистую догму, то есть Это бленд. Да, тут вообще тоже есть, я буду сейчас немножко душить, есть, несколько терминологий, которые я просто прошу запомнить и утвердить. Первое – это моносорт, то есть когда у нас есть определенный сорт с определенного теруара, собранный в один год, сваренный в соло. То есть моносорта – это вся наша линейка сигарный моносорт, и наши две классические неоромки – это Пушкин и Малахаяти, это тоже моносорта. Пушкин – это моносорт сигарного листа из Камеруна, это начиночный табак, и то, что идет именно в начинку сигары. А бисуки – это сигарный Малахаяти, это покрывной сигарный лист бисуки, это покровник, то есть то, во что мы сигару оборачиваем, из Индонезии.
Вот, то есть Малахаяти, покровник Бисуки, Пушкин, начиночный лист из Камеруна, из Центральной Африки. Про моносорта все 11, все размещено на этикетке, что это такое и зачем. Соответственно, чистая догма, то есть первое понятие — это моносорт, сорт, сваренный в соло. Следующее понятие — это бленд, то есть когда мы берем несколько моносортов, варим их вместе и получаем какую-то свою мешку. То есть чистая догма — это бленд из Доминиканы, из Индонезии и из Камеруна. То есть что Пушкин, что Малахаяти — это два компонента, которые присутствуют в чистой догме, плюс Доминикана. Вот. Чистая догма — это бленд. А условный базис 809 — это бленд. Это бленд из нескольких листов. Есть еще один термин, он называется база. База — это то, на что мы накладываем ароматику. То есть чистая догма — это бленд и база одновременно. Есть просто у многих кальянных любителей, что типа я курю не ароматику и говорю «вкусная база». Нет, база — это то, на что мы накладываем аромку. Здесь, короче, прошу говорить как петербуржцы, и вот это вот все. Догма успешно зашла на рынок, да, с политикой знакомства, особенно новых гостей в плане сигарного курения. Не знаю, там, прорыв, не прорыв, но на самом деле это интересная ветвь в нашей индустрии. Вопрос в том, все-таки классическая линейка, да, она ароматичная, да, крепость не такая высокая. Хотелось бы сделать крепость больше, либо ждать ли крепкую линейку, либо все-таки останемся в одном вот этом поле и будем работать. Запрос на крепкую линейку, он есть. Тот продукт, и та крепость, которая у него есть сейчас, те тактико-технические характеристики вроде сиропистости, органолептики, нарезки, отсутствие палок и прочее, мы их будем сохранять в любом случае. Будем ли мы сейчас такие осознанно повышать крепость догмы? Нет. Это тот продукт идеальный с нашей точки зрения. Нет, не в плане повысить крепость данного Мгм. продукта, а сделать новый, там, крепкие или отдельную линейку. Такие мысли есть, но сейчас это все на уровне мыслей, потому что, ну, давай так, в декабре мы делаем рекордный для нас объем 2800. То есть мы не завод-пароход, мы не какой-то гигант, который может клепать десятки тонн в месяц. Догма — это производство мануфактурное, и большинство операций, в том числе по предварительной подготовке листа, оно делается вручную. Есть определенные бутылочные горлышки с точки зрения техпроцесса, и ну, вот здесь и сейчас сделать вторую линейку при условии, что продукта ну, не то, чтобы его не хватает, мы достаточно аккуратно работаем с нашими дистрами, и мы не подключаем новые регионы, пока спроса не хватает на текущих. Мы растем медленно, но верно. Соответственно, и говорить о какой-то крепкой линейке, о суббренде мы можем только тогда, когда поймем, что ну, мы можем себе это позволить с точки зрения оборудования. Какие-то вещи мы будем в любом случае автоматизировать, масштабировать. Вот, тогда об этом уже можно будет говорить. Но это не приоритет прямо здесь и сейчас, что давайте будем делать крепкую догму просто потому, что мы можем. А еще добавим к тому, что у нас все-таки есть потребность в экспериментальной линейке, есть некоторые приколы из Егора Летова, которые нам понравились, и мы хотели бы их ввести в серию. Вот, а опять же, помимо Летова есть другие наработки, потому что нам творчеством заниматься хочется чуть больше, чем денег, и я понимаю, что выпустив крепкий продукт, мы можем, крепкий сигарный продукт, параллельно мы можем более плотно укрепиться в порике, например, но нам хочется поприкалываться и делать то, что в первую очередь нравится нам самим. Не уйдет ли парфюм в лимитированную серию? Нет. А, Если ситуация общемировая, м, если не произойдет никаких критичных моментов в общемировой ситуации, то парфюм будет в регулярке на возобновляемости. Тогда, наверное, к линейке моносорт еще вернемся. Не собрала ли она вокруг себя большой бум, да, так как, наверное, сейчас в данный момент без ароматика, да, у многих производителей такая немножко на стопе за счет ситуации в нашей стране. И моносорта — большая замена тому, что у нас уже стояло до этого на полке. То есть Ну, тут, да, по моносортам, как я уже говорил, выпускать продукт, который то будет, то не будет, это не про нас. Пока мы не удостоверились, что вся логистика у нас отработана, мы его, по сути, не запускали. Нет, там у нас все хорошо. Вот, моносорт будет производиться, будет регулярным. С точки зрения вообще запуска моносорта, на самом деле, а, ну, это превысило наши ожидания. Вот, рынок, да, действительно голодный, плюс, ну, не ароматика, это, опять же, ну, все, что есть за кальянной стойкой, это инструменты. Инструменты для того, чтобы сделать твоего гостя счастливым, потому что твоя основная задача как кальянного мастера — это сделать так, чтобы гость пришел, получил эмоцию, оставил денег в твой проект. Это ключевая задача. Как ты эту задачу будешь выполнять, если у тебя это все работает на условном арбузе, дыне, мяте, ради бога?
ты свою задачу как мастер выполнил. Но вернется ли к тебе такой гость, это уже вопрос. Соответственно, безароматик — это просто еще один из инструментов для того, чтобы ты мог делать вкусные чашки. Опять же, здесь тоже это все игра. Как по кайфу тебе, как по кайфу гостю, так вы и двигаетесь. Грубо говоря, сейчас будет очень... Я постараюсь эту проповедь сделать очень короткой. Как работать с неароматикой? Первое, мы курим моносорта в соло, мы кайфуем. Хорошо, круто. Следующий этап. Мы начинаем миксовать неароматику с неароматикой. Это интересно, потому что есть разные неаромки, разные по крепости, с разными нотами, которые ты можешь выводить. Опять же, здесь тоже есть такая необходимая задачка со звездочкой. В идеале иметь под это дело кальяны под безароматику и чашки под безароматику. Чтобы не казаться просто душным чуваком, который накидывает лишних параметров по усложнению, просто попробуйте покурить неароматику на идеально новом чистом кальяне. По-другому вы ее потом курить просто не сможете. Вот. Далее начинаем миксовать неаромку с аромкой. Окей, самое простое. 70% ароматики, 30% неароматики. Неароматика у нас будет давать более плотное тело вкуса, плюс неароматику можно выкладывать верхним слоем для того, чтобы она у нас работала как экран жара. Соответственно, можно провести простой эксперимент. Возьмем 2 кальяна, в одну кинем 100% какого-нибудь аромата, который нам всем, например, знаком, в другую добавим 30% неароматики. Там, где есть неароматика, чашка будет куриться более жирно, более сочно. Да. То есть самый простой путь. Путь более сложный, но для меня лично интересный, и это мой стиль курения дома. Мы берем 70% неароматики, моносорт это в соло, или это миксованный, или это уже собранный бленд, и 30% аромки, которая будет эту неаромку доигрывать. Ну, условно, мы возьмем, например, Матафину и Пенсильванию Бродлив 70% и добавим к ним 20% черного чая, 10% меда. Мы возьмем ароматику, которая подчеркнет вкус без ароматики. И это тоже, опять же, еще один способ получать удовольствие от кальяна. Тебе, как мастеру, потому что ты экспериментируешь и делаешь уникальные чашки, твоему гостю, потому что он нигде такое больше не покурит. Вот. Все, что мы обсуждаем, в том числе и парфюм, это просто точка зрения. Типа, можно не пользоваться парфюмом, можно покупать реплики вонючки у девочек с пробниками в торговых центрах, можно упарываться, искать какие-то условно инди-проекты, которые делают вытяжки из китовьего... Ну, там желудок кашалота. Вот. Так что... Есть такие приколы, а правильно это или неправильно, да вообще плевать. Если тебе как по кайфу, так и делай. То же самое с кальяном. Если тебя полностью устраивает ароматика, и тебе ароматика, аромка не нравится, да ради бога, это абсолютно нормально. Нет правильно, неправильно. Я сейчас говорю, ну вот миксовать 70% не аромки, 30% аромки, это вкусно. Ну кому-то это невкусно. Это ради бога, это все точка зрения. Мы занимаемся гедонизмом, мы придумываем сами себе развлечения для того, чтобы как-то получать удовольствие от этой жизни. У каждого человека в груди дыра размером с Бога, и он и пытается ее заполнить, чем хочет. Собственно, как-то так мы и пытаемся существовать, не сойти с ума. Вот. Для кого-то это кальяны, для кого-то это парфюм, кто-то по алкоголю упарывается, кто-то собирает брендовые шмотки, кто-то, не знаю, там, на скейте катается. Ну, круто. Это же безудержное веселье. Просто есть еще какие-то альтернативные точки зрения и есть альтернативные школы. Типа я к кальянной индустрии отношусь как к кунг-фу. Нет общепринятых стандартов, но есть у каждого из нас есть свои учителя, и у каждого из нас есть свой стиль курения, и он от города к городу отличается. Правильно, если правильно или неправильно, да нет, потому что основная задача мастеров делать так, чтобы гости приходили и оставляли деньги в проект. И получали какие-то за это, в обмен на это получали хорошо состоявшийся вечер и эмоцию. Релевантно ли при этом использовать вот это правильная забивка, а это неправильная? Нет. Это все точка зрения. И ну ты либо кайфуешь, либо нет. Все упирается исключительно в это. Проповедь закончена, спасибо. Насчет душных чуваков. Саша, как тебе вообще... Я на него показала. Как тебе вообще вся Двойное эта оскорбление. история, которую ты услышала? Как тебе вообще вот это все? Ну, я все понял. На самом деле я ничего не понял. Нет, я в целом все, в принципе, поняла, что ты пытаешься донести, и в целом вот эта проповедь мне очень близка, про то, что каждый упаривается как может, и каждый, мне кажется, не знаю, там, курит кальяны как хочет. Главное, чтобы это было адекватно. Все в рамках разумного. Ну, то есть, естественно, важно, мне кажется, как и в любом деле, не перебарщивать. И я думаю, если ты будешь 2 года подряд каждый день курить кальян и с утра до ночи, то ты чуть-чуть устанешь от этого и захочется... Не устанешь?
Мне все качают головой, что не успею. Есть люди, кто курит там по 5-6 лет один вкус и Это не жестко. отходят от этого. Это жестко. Ну, короче, каждый дрочит, как он хочет, и главное, чтобы все были счастливы. Все были счастливы. И На мы этой счастливой счастливы. ноте мы говорим 3-4, мы счастливы? Да. 3-4. И мы счастливы. Вот. Господа, спасибо, что посмотрели этот подкаст до конца. Вы большие молодцы. Разыгрывать мы ничего не будем. Да нет, шучу, мы что-нибудь разыграем в Телеграм-канале, просто пока не придумали, но мы что-нибудь придумаем. Вот. Это будет хорошо. Большое спасибо нашим гостям. Вот. Спасибо, Оля. Спасибо вам, батюшка, за проповедь. Спасибо за Похож на батюшку приглашение. обычно. Отец Алексей, здравствуйте. Вот. Спасибо, Саша. Спасибо, Дима. Дома поговорим. Ну вот, наверное, как-то так. Неловко заканчивать. На самом деле можно просто что-то очень долго говорить. Люди к этому моменту они уже выключат. Мало кто дослушает до последних секунд и узнает, что мы сделаем скоро очень крутой продукт на вине. Вот. Также финальный ролик, 5 минут. Да, все. Всем спасибо. Всё, пока-пока.